Я что, в Каталонии? Я знаю, вы ждали. И это вторая часть моего путешествия по Испании. После Мадрида мы отправились на север и проехали Саламанку, Леон, Хихон, Рибо-де-Сейяс. Эти места неожиданно удивили и порадовали. Я не ожидала, что это будет так интересно и информативно. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, спрашивайте, что бы вы хотели еще узнать. И погнали! Где находится самый старейший университет Испании и один из старейших университетов Европы? Конечно, в Саламанке. И сегодня я приглашаю вас со мной на прогулку по этому замечательному старинному городу. Это эстетический, исторический и культурный центр Испании. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Здесь вы узнаете много интересного. Начать свое путешествие по Саламанке я хотела бы с Пласа Майор. Это культурный, исторический центр Саламанки, сердце Кастилии и Леона. Площадь была построена в середине 18 столетия. Архитекторы Альберто де Чурригера и его сын Николас – это мастера испанского барокко. То есть стиль очень характерный для Испании, испанское барокко, 3 яруса. Когда-то эта площадь была центром всего. Здесь проводились казни, королевские праздники, здесь говорились объявления, здесь проходило все самое интересное. В 19 столетии здесь добавились кафе и аптеки, которые существуют до сих пор. А сейчас это яркое туристическое место. Кафедральный собор Саламанки начал строиться в 1513 году. Строительство продлилось более 200 лет. Сочетает в себе стиль готики и барокко. Посмотрите, какая потрясающая работа по камню. Передо мной сейчас жемчужина платерескной архитектуры. Это стиль, сочетающий в себе готику, ренессанс и резьбу по камню. Каменные украшения. Это мужской монастырь Конвенто де Сан-Эстебан, одно из величественных и значимых сооружений Саламанки. Принадлежит ордену доминиканцев. Вообще в Саламанке много украшений на зданиях и зданий, которые выглядят как каменное кружево. Ощущение, что мы находимся в каменном кружевном месте. Кстати, перед своим путешествием в Америку здесь останавливался Христофор Колумб, чтобы обсудить свои идеи с богословами. Монастырь Сан-Эстебан в Саламанке – одно из самых впечатляющих зданий эпохи Испанского Возрождения. Его фасад похож на огромный резной алтарь, где каждая деталь – как отдельная история. Внутри тишина, мощные колонны и свет, который падает сверху, создавая почти мистическое ощущение. Здесь когда-то останавливался Колумб, обсуждая свои путешествия. Сан-Эстебан – место, где история архитектуры и духовность соединяются в единое целое. Приехав в Саламанку, для меня обязательным было посещение университета, что, собственно, я сейчас и сделаю. Тем более, что летом он открыт достаточно долго, до 19 часов. Как я и говорила ранее, это старейший действующий университет Испании, основанный королем Альфонсо IX в 1218 году. Университет сыграл огромную роль в развитии гуманизма, астрологии, математики, международного права и многих других наук. Многие аудитории носят имена известных людей. Так, например, аудитория Дорадо Монтеро. Он был известный криминалист, юрист и реформатор уголовного права.
А эта аудитория посвящена памяти Франциско де Витория. Он вел кафедру теологии в университете, хотя сейчас здесь преподается в основном медицина и немножко астрономия. Как художник я не могла пройти мимо музея ар-деко и ар-нуво в Соломанке. Если честно, очень вам его рекомендую. Там потрясающая коллекция скульптуры в стиле ар-деко и ар-нуво. Я думаю, что одно из мощнейших собраний в мире, потому что скульптура ар-деко и ар-нуво отличается от обычной скульптуры. Вы сможете увидеть необычные позы, и это очень сложно для скульптора, потому что ты должен правильно рассчитать силу тяжести и, возможно, поставить танцующую фигурку на носочек. К сожалению, в этом музее нет возможности поснимать. Снимать можно только в кафе. Посмотрите, но на потолке есть вот такой витраж. Само строение выглядит ровно как то, что мы сейчас видим в кафе, со старинной мебелью, также со скульптурками. То есть весь музей наполнен вот похожими скульптурами. А это вот моя замечательная капсула в Соломанке, в старинном здании. Очень приятный внешний вид. Небольшой такой номер. Здесь есть мини-бар. Ну и, как обычно, в большинстве отелей уже в последнее время, обязательно есть кофемашина и чайничек. После Соломанки мы отправились в Хихон. Но, во-первых, мы никогда не были в регионе Астуриас. Во-вторых, хотелось посмотреть ежегодное авиашоу, попить знаменитого астурианского сидра и просто погулять. Это вот местный сидр, который есть только в Астурии, ну, точнее, есть везде, но этот именно астурианский. Каждое лето недалеко от Хихона на пляже Плая де Сан-Лоренсо проходит легендарный фестиваль авиашоу, воздушное зрелище, которое собирает сотни тысяч зрителей, мощные реактивные самолеты, акробатические группы, вертолеты, парашютные команды и море эмоций. Это больше, чем просто шоу. Это ритм, драйв и океанский простор в одном кадре. Организаторы заранее предупреждают: захватите солнцезащиту, воду и займите место у кромки пляжа, потому что атмосфера накаляется буквально с первых минут. В это время город абсолютно преображается. Не найти отель, цены взлетают, припарковаться негде, то есть очень много народу приезжает на это шоу из Испании, из других стран. Зрелище, скажу вам, потрясающее, хотя я к авиации не имею никакого отношения. Воскресный день я решила провести в городе Хихон. Это прибрежный городок в Астурии на берегу Бискайского залива. Всего с населением 270 тысяч человек. Но, честно говоря, история уходит в римские времена. Городочек маленький, это университетский центр, туристический, не такой явный, как Мадрид или Барселона, и также портовый город. И сегодня я побывала на воздушном шоу, авиашоу, которое проходит ежегодно летом. Этот город основали римляне в первом веке нашей эры. Назывался он Хихия и был частью римской провинции. Обосновали они его в таком месте, где это был важным. Город стал важным торговым и стратегическим и военным пунктом и защитой от набегов кельтских племен. За моей спиной находится церковь Сан-Педро, одно из знаковых зданий города Хихона. Церковь изначально была построена в XIV веке, но затем была разрушена в годы гражданской войны, и сейчас это новодел. Церковь находится в конце пляжа Сан-Лоренсо, у подножия холма Санта-Каталина,
и находится в старинной и самой красивой части города. В Хихон съезжается очень много местных жителей, туристов, потому что все лето здесь проходят музыкальные фестивали, ярмарки, вот как сейчас, авиашоу. Хихон – это Атлантика, ветер и свобода, город, где море встречается с зелеными холмами, а жизнь течет легко и ярко, как волны на его пляжах. В Испании практически в каждом городе есть Пласа Майор, и зачастую они выглядят так, как центральная Пласа Майор в Мадриде. Здесь тоже мы видим красный дизайн, но достаточно небольшая лаконичная площадь в неоклассическом стиле, конец 19 столетия. И да, очень долгое время это была торговая площадь, сейчас здесь постоянно проходят фестивали и концерты. Особенно вот сейчас, летом, июль-август. Вот кто-то даже тут придумал создать елочку из бутылок сидра. Смотрите, как сидр популярен в Астурии. Одна из самых старых сидрерий в городе и пользуется бешеной популярностью. Очень часто на улицах в хорошую погоду здесь устраиваются песни, танцы и вообще всяческие тусовки. Из Хихона мы заехали в Рибадесейяс одним днем. Ну, во-первых, посмотреть на курорт, о котором почти никто не знает. А во-вторых, этот город с первых же секунд покорил нас своими потрясающими природными ландшафтами. Сегодня я нахожусь в маленьком городочке Рибадесейя на севере Испании, в регионе Астурия. Этот городочек – настоящая жемчужина, которая находится между зелеными холмами, между речкой и между морем. Кстати, хочу сказать, что в Астурии есть свой собственный язык, называется бавльо. Это наречие, которое, в принципе, не имеет статус официального языка, как каталанский, например, как баскский, но принят автономным сообществом. И это смесь языков португальского, галисийского и испанского. Вот вчера, когда я была на ярмарке в городе Хихон, честно говоря, продавец ответил мне на этом наречии, я ничего не поняла. Я думала, что он со мной разговаривает по-португальски. В основном на этом языке говорят не в городе, а как раз жители деревень, сел. И действительно, это наречие охраняется местным сообществом. Оно такое очень непонятное. Из Рибадесейяс мы отправились в испанский Леон. Но, во-первых, мне очень хотелось посмотреть один из красивейших готических соборов Европы. Здесь находится огромное собрание витражей. Нигде такого в мире больше нет. И, во-вторых, увидеть модернистскую постройку Гауди, которая находится за пределами Каталонии, что является большой редкостью. Передо мной сейчас находится Леонский кафедральный собор. Да, сегодня я в испанском Леоне. Это Кастилья-Леон. И этот собор отличается тем, что несмотря на то, что это готический собор, его называют самый легкий готический собор. Действительно, сооружение выглядит как пушинка, хотя это классический готический собор. Строиться он начал в XII веке. До этого, в III веке, здесь были римские термы. И с разными задержками он строился вплоть до XVI века. Все это происходило из-за того, что здесь неустойчивая почва, и собор многократно подвергался реставрации. Давайте посмотрим, что там внутри, потому что, говорят, витражи, которые находятся внутри этого собора, обязательно стоит увидеть. И это была чистая правда. Витражи в соборе действительно стоит увидеть.
Кафедральный собор Леона – один из самых ранних и чистых образцов французской готики в Испании. Его начали строить в XIII веке на месте древних римских терм, а затем первого храма эпохи Реконкисты. Почва была сложной, с пустотами и влажными слоями, поэтому будущий собор с самого начала оказался хрупким. Но архитекторы решили идти по смелому пути – сделать его максимально светлым, почти прозрачным, в духе французской готики. Минимум камня, максимум воздуха и огромные окна, которые должны были держать всю конструкцию. Эта дерзость дала и свою цену. За века собор неоднократно трескался, оседал, превращался в опасное здание. Его укрепляли, разбирали и восстанавливали снова, огромным трудом. Но именно эта хрупкость делает Леонский собор уникальным. Это храм, построенный на грани инженерных возможностей своего времени. Главная гордость собора – его витражи. Более 1700 квадратных метров средневекового стекла. Один из крупнейших ансамблей в Европе. Здесь сохранились оригиналы XIII-XVI веков, библейские сцены короли Леона, рыцари, цветочные и геометрические мотивы. Но важнее всего идея света. В средние века витражи считались богословием в красках. Цвет должен был вести человека к пониманию божественного. И когда стоишь внутри собора, понимаешь, как работает эта концепция. Утренний свет делает пространство строгим, холодным. Днем оно вспыхивает золотыми оттенками, а к вечеру превращается в тихую, цветочную медитацию. Рядом с базиликой Сан-Исидоро находится колонна Траяна. Историки до сих пор спорят о ее происхождении. До сих пор непонятно, действительно она еще с времен римской эпохи или это новодел. Массивные стены, низкие потолки, простые геометрические формы, окна арками. Все это было характерно для романской архитектуры. И да, базилика Сан-Исидоро яркий представитель этого стиля. Она строилась в XI-XII веке, а в IX веке здесь находился храм, посвященный Иоанну Крестителю. Это было до постройки. Базилика – один из ярких представителей романского стиля. И в 1910 году она была признана историко-художественным памятником. Рядом с базиликой Сан-Исидоро находится одноименный фонтан. И хотя он построен в конце XVIII века, он очень сильно напоминает традиционные римские фонтаны. Антонио Гауди, я что, в Каталонии? Нет, я в Кастиле-Леоне. За моей спиной находится Касса Ботинос, или Дом драконов, как его еще называют. Одно из 3 строений Антонио Гауди, которое находится за пределами Каталонии и построено по заказу каталонских промышленников. 1891-92 год. Здание построено из гранита, и это был жилой комплекс. Сейчас здесь находится музей, временные экспозиции. Здесь можно посмотреть собрание Гои, Сарая и даже Сальвадора Дали. В Леоне я остановилась в сети Enage, всегда достойная сеть. И вот мой небольшой номер. Здесь также есть все. Есть чайник, кофеварка. И все необходимое. Номер достаточно просторный и с видом на Пласа Майор. Надеюсь, вам понравился этот обзор по Испании. Испанию можно исследовать бесконечно. Здесь есть все. Моря, океаны, горы, интересные достопримечательности, разная культура, острова около Африки. Испания – удивительная страна. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. И самое главное, приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне. Кстати, подписка очень важна для развития моего канала. Ну и пока-пока. До новых встреч!